Всем привет! Это канал Силуэт Макет, и с вами я, Настя. И с сегодняшнего дня мы с вами начнем изучение программного обеспечения Silhouette Studio. Это наш первый урок, на котором мы с вами познакомимся с инструментами программы, которые находятся в левой верхней части экрана. Чтобы не пропустить все уроки, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. А если вам понравится это видео, то ставьте лайк. Итак, приступим. Первая группа инструментов отвечает за общее управление документами. В этой области находятся 4 кнопки: «Новый рисунок», «Открыть», «Сохранить» и «Отправить на принтер». При открытии программы всегда открывается новый документ. Но если вам понадобилось открыть новое рабочее пространство, то вы можете воспользоваться первой кнопкой «Новый рисунок». Нажав на нее, перед вами откроется чистое поле для создания другого проекта. Добиться того же можно, зайдя в меню «Файл» и выбрав из выпадающего списка команду «Создать» или воспользоваться горячими клавишами. Также вы можете открыть новую вкладку, нажав на плюс. Заметьте, что все новые вкладки имеют имя незаглавленный до тех пор, пока файл не будет сохранен. Об этом мы с вами поговорим чуть позже. Вкладки серого цвета неактивные, а белого активные. При нажатии на неактивную вкладку соответствующее рабочее пространство станет активным. Чтобы закрыть вкладку, нажмите на крестик или зайдите в меню «Файл» и выберите команду «Закрыть вкладку» или воспользуйтесь горячими клавишами. Перейдем к следующей кнопке «Открыть», при помощи которой вы можете открыть уже существующий файл. Выберите нужный вам файл и нажмите «Ок». А можете зайти в меню «Файл» и выбрать команду «Открыть» или нажать горячие клавиши. Также в выпадающем списке меню «Файл» можно выбрать следующие варианты файлов, которые вы бы хотели открыть. После выбора команды «Открыть последние» с правой стороны появится список, из которого вы можете выбрать последние использованные вами файлы. А если вы выберете команду «Открыть восстановленные», то уже в правом верхнем углу экрана перед вами появится список восстановленных документов, из которого вы можете открыть любой автоматически сохраненный файл. Обратите внимание, что при выборе предыдущих команд все файлы открываются в новом рабочем пространстве. Если же вам для работы требуется открыть несколько файлов в одном окне, то используйте для этого команду слияния, которую также можно вызвать при помощи горячих клавиш. Для того, чтобы сохранить вашу работу, нажмите кнопку «Сохранить» или выберите ту же команду из меню «Файл». Как мы уже говорили до этого, все новые вкладки имеют имя незаглавленный, и вы можете присвоить свое название вашему макету или изображению в строке «Имя файла». Здесь же вы можете выбрать место, куда вы хотите сохранить файл, и нажмите «Ок». Также, чтобы сохранить ваш документ, вы можете воспользоваться командой «Сохранить как» из меню «Файл». Выберите, каким образом вы хотите сохранить изображение – на жесткий диск или в библиотеке. Рекомендуется сохранять на жестком диске, так как в этом случае эти файлы можно скопировать на любой съемный накопитель для создания резервной копии, а при сохранении в библиотеке эта функция недоступна. При помощи команды «Сохранить выбор» вы можете сохранять только выбранное изображение документа. Следующая кнопка «Отправить на принтер», как видно из названия, отвечает за отправку файла на ваше печатающее устройство. После нажатия на кнопку выберите принтер, а также определитесь с размером документа, ориентацией книжной или альбомной, типом бумаги, качеством и цветом. После настройки печати нажмите «Ок» и «Печать». То же самое можно сделать при помощи команды «Печать» из меню «Файл» или при помощи горячих клавиш. Следующие инструменты редактирования, которые находятся по этой же линии и предоставляют доступ к базовым командам, это кнопки «Вырезать», «Копировать» и «Вставить». Они относятся к стандартным инструментам. Первая кнопка «Вырезать». Выделите изображение, кликнув по нему левой кнопкой мыши и нажмите на ножницы. Выделенный объект будет удален. Для того же эффекта вы можете зайти в меню «Правка» и выбрать команду «Вырезать» или при помощи горячих клавиш. А можете выделить изображение левой кнопкой мыши и нажать на клавиатуре клавишу Backspace или Delete.
Также вы можете выделить изображение, кликнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав из выпадающего списка команду «Вырезать». Вторая кнопка «Копировать». Кликните левой кнопкой мыши, чтобы выделить объект для копирования, и нажмите кнопку. Также можно зайти в меню «Правка» и выбрать команду «Копировать» или воспользоваться горячими клавишами. А можете выделить изображение при помощи правой кнопки мыши и выбрать команду «Копировать» в выпадающем списке. Скопированное любым из перечисленных способов изображение вы можете вставить в нужном вам месте, нажав третью кнопку «Вставить». А можете зайти в меню «Правка» и выбрать команду «Вставить» или «Вставить поверх». Или, кликнув правой кнопкой мыши в произвольном месте и выбрать те же команды, но уже из выпадающего списка. Следующие кнопки на этой линии, находящиеся рядом со стандартными инструментами, это кнопки «Отменить» и «Повторить». При помощи этих стрелочек вы можете отменить или повторить предыдущие действия. Помните лишь о том, что после отправки вашего макета на резку отмена предыдущих дорезки действий будет невозможна. Следующие три кнопки, которые находятся по этой линии, отвечают за выделение объекта. Первая кнопка «Выбрать все». Она понадобится вам, если вы хотите выделить все объекты, которые находятся на рабочем поле. А можете зайти в меню «Правка» и выбрать команду «Выделить все». Или зажать левую кнопку мыши и потянуть появившийся курсор таким образом, чтобы те объекты, которые вы хотите выделить, попали в поле появившейся пунктирной рамки. Для выделения отпустите кнопку мыши. Действие, выполненное последним способом, можно отменить, нажав клавишу Escape. Если же вы выделили изображение при помощи кнопки или команды «Выделить все», то отменить это действие вы можете при помощи второй кнопки этого раздела «Отменить выбор» или одноименной команды, находящейся в меню «Правка». Если же вам нужно выделить отдельный объект, то щелкните по нему левой кнопкой мыши. А если вы кликните правой кнопкой мыши по изображению, то перед вами появится список манипуляций, которые вы можете произвести с выбранным вами объектом. Эти действия вы можете отменить также при помощи клавиши Escape или просто щелкнув мышкой на пустое место. Чтобы выбрать несколько изображений, кликните мышкой сначала по одному объекту, а потом, зажав на клавиатуре клавишу Shift, по другому. Если на вашем рабочем поле находится изображение одного цвета, то вы можете воспользоваться третьей кнопкой из этой группы «Выбрать по цвету». Нажав на нее, в правом верхнем углу появится меню, при помощи которого вы можете уточнить, по какому принципу выбирать фигуры – по цвету линий или по цвету наполнений, а также выделять ли изображение только на рабочем столе или на всем открытом пространстве. Посмотрим на примере. Нажмем кнопку по линии и выберем цвет, например, черный. После этого на рабочем поле стали выделенными две фигуры с черной обрисовкой. Теперь выберем вариант по наполнению, а цвет поставим красный. Обратите внимание, что в открытом окне есть два объекта с красным наполнением, а выделился при этом один, который находится непосредственно на самом рабочем поле. Это произошло из-за того, что в настройках стоит галочка напротив команды «Только на рабочей странице». Если же мы поставим галочку напротив команды «Включить группы» и выберем также по наполнению и цвет красный, то выделенных фигур станет две. Вызвать это меню вы можете также при помощи команды «Выбрать по цвету» из меню «Правка». Отменить выбор вы можете так же, как и при обычном выделении. Изучение кнопок, находящихся на этой линии, мы с вами закончим разделом с инструментами, отвечающими за просмотр и изменение масштаба рабочего пространства. Здесь находится 6 кнопок, а именно «Приблизить», «Отдалить», «Выделить область для приближения», «Приближать или отдалять с помощью мыши», панорамное использование мыши и кнопка по размеру окна. Первая кнопка «Приблизить» отвечает за приближение центральной части рабочего пространства. Вторая кнопка «Отдалить» помогает посмотреть на изображение издалека, то есть с более широкого ракурса. Третья кнопка «Выделить область для приближения». Нажав на нее, при помощи появившейся лупы, вы сможете приблизить нужный вам участок изображения, наведя лупу на нужную вам область и кликнув по ней левой кнопкой мыши.
Или зажав левую кнопку мыши и поместив нужную часть изображения в появившуюся пунктирную рамку. Четвертая кнопка «Приближать» или «Отдалять» с помощью мыши. После нажатия на эту кнопку вы сможете установить необходимый вам масштаб вручную. Просто зажав и удерживая левую кнопку мыши, прокручивайте колесико мышки. Пятая кнопка в виде ладошки отвечает за панорамное использование мыши, а именно за передвижение рабочего пространства. Шестая кнопка по размеру окна отобразит ваше рабочее пространство в центре экрана. Проще говоря, вернет все, как было. Также вы можете регулировать масштаб, зайдя в меню «Вид» и выбрав команду «Изменить масштаб». В выпадающем списке справа выберите нужный вам вариант масштаба в процентном соотношении или можете воспользоваться горячими клавишами и менять масштаб уже в этом меню. На этом наш с вами урок окончен. А на следующем, втором уроке, мы с вами рассмотрим панель инструментов быстрого доступа, которые появляются при выделении объекта на вашем рабочем поле. Чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. Так я буду уверена, что мы с вами обязательно встретимся снова. И я буду с нетерпением ждать нашей встречи. А вы?